Вы будете в шоке, когда узнаете, зачем людей хоронят в океане. Сегодня я расскажу вам об этой удивительной традиции, как она зародилась, где практикуется до сих пор и насколько она гуманная. А в конце ролика я расскажу вам, кто в наше время может быть удостоен таких почестей. Приятного просмотра! Вы наверняка видели кадры, когда американские военные захоранивают своих соратников прямо в море. Выглядят эти кадры максимально пафосно и в то же время интересно, ведь на уме сразу возникает вопрос, почему они просто не похоронят погибшего, как и всех людей, на земле? Почему гроб отправляют именно в море? Откуда вообще появилась такая традиция? Об этом всем я и хотел бы вам сегодня рассказать, но начнем мы, пожалуй, с истории. Как вы думаете, как давно появилась эта удивительная традиция? Кажется, в те времена, когда и появились первые большие корабли. Вы будете правы, ведь в большей степени таких почестей удостоены именно моряки, и на это есть ряд причин. Но самые первые случаи морского захоронения были известны задолго до формирования хоть какого-то профессионального флота, который мог бы преодолеть огромные расстояния. Я вообще пребываю в шоке, ведь еще в Древнем Египте, несмотря на то, что там чаще всего захоранивали мертвецов по классике в земле, там уже была эта традиция. Погибших моряков хоронили прямо в реке Нил или в Средиземном море. А я хотел бы вам напомнить, что в те времена не было огромных крейсеров, которые могли бы отойти от берега на несколько месяцев. Так почему древние египтяне использовали именно этот метод? Это связано, скорее всего, с тем, что этот народ был глубоко верующим. Египтяне поклонялись многим богам, среди которых был и бог воды. Поэтому такой способ захоронения считался правильным, ведь душа моряка могла легко достичь загробного мира. А вот финикийцы, тоже один из древнейших народов, был известен как искусные мореплаватели. Буквально всю свою жизнь они проводили на воде, но даже в их традициях не было погребения в море. Чаще всего такие случаи происходили из-за необходимости избавиться от тела, когда до суши просто невозможно добраться в кратчайшее время. Но спустя несколько сотен лет люди наконец-то научились строить реально качественные и длинноходные суда, взять тех же викингов. Эти скандинавские воины были известны как одни из самых лучших мореплавателей, и у них имелась одна очень интересная традиция. В случае, если их соратник погибал, его отправляли на корабле в плавание и в этот же момент поджигали его. Если вы смотрели серию мультфильмов «Как приручить дракона», то наверняка заметили в одной из серий этого замечательного произведения этот процесс. Выглядит максимально зрелищно. Правда, даже тут не всегда удавалось дать такие почести усопшему. Были нередки случаи, когда вдали от родных земель викингам приходилось просто выбрасывать трупы за борт. Не очень-то религиозно и гуманно, не так ли? Но я также хотел бы подробнее рассказать вам про религиозную составляющую этого интересного ритуала. Например, в Древней Греции и Риме людей в основном хоронили на суше, но были исключения. Например, если смерть по какой-то причине настигала человека во время морской экспедиции. И немаловажный факт, здесь играет религия. Дело в том, что эти древние народы верили в различные мифы. Одним из них была история о Хароне. Это священный дух, или даже бог, который перевозил души через реку Стикс. Так что если усопший был удостоен быть погребенным в море, то ему таким способом помогали перебраться через реку и достичь своих целей. Но что там со временами, когда уже появились куда более мощные и прочные корабли, благодаря которым люди могли путешествовать по всему миру? А в те времена традиция обрела намного большую популярность. Почему? Ну вот представьте, вы на небольшом корабле, на котором несколько десятков или даже сотен человек. Вдруг, по какой-то причине, у вас на борту погибает один из соратников. Если оставить просто лежать на палубе, то вскоре от него будет исходить не самый приятный запах. Что с ним делать? Более того, внутри трупа разовьются различные бактерии, которые не очень-то благоприятно влияют на живые организмы. Что уж говорить про то, что он мог заболеть чем-то опасным, из-за чего пострадает вся команда. Собственно, именно по этой причине люди в Средневековье и старались похоронить погибших. Правда, в те времена даже не было представления о микроорганизмах, вирусах и так далее. Тогда все думали о зловонных миазмах. И вот что бы вы делали как капитан,
Если бы до суши нужно было бы плыть несколько недель, ваш матрос умер от неизвестной болезни, а о холодильнике и речи идти не могло в те далекие времена. Конечно же, труп сбрасывали за борт, но в те времена такой способ погребения считался уже куда более гуманным и даже во много желанным, ведь для настоящего моряка океан – его второй дом. Но тут я предвижу искрометные комментарии в адрес подобных ситуаций. Как это так, скинуть труп за борт? А как же там родные, близкие? Они же будут переживать. Они даже не смогут попрощаться со своим близким. Друзья, тут я с вами полностью соглашусь. Однако выбора у людей древности не было совершенно никакого. Либо так, либо погибнуть рискует вся команда. Это в современных круизных лайнерах есть полноценный морг, а в те времена все, что было у моряков, трюм с провизией и тесные каюты. Вы также можете сказать, выбрасывать трупы за борт, убивать все живое в океане. Друзья, а вы когда-нибудь задумывались, что случается с морскими животными, которые погибают все в той же воде? Речь идет не только про маленьких рыбок. Взять, к примеру, тех же китов, акул, дельфинов. Это огромные существа, которые чаще всего намного больше человека. И они абсолютно также могут болеть, калечиться и погибать прямо в воде. Они там даже задохнуться могут. И что вы думаете, рыбки проводят подводные похороны, как это было в Спанч Бобе? Как бы не так. На нашей с вами замечательной планете Земля существует такая вещь, как круговорот веществ в природе. Любой организм, который погибает, спустя какое-то время просто исчезнет. А в океане или море такое происходит в разы быстрее. И более того, вы иногда даже костей погибшего не сможете найти, потому что их тоже кто-нибудь съест. Вот возьмем, к примеру, того же кита. Огромная туша, которая весит как грузовик, наполненная миллиардными колониями микроорганизмов внутри, и обладающая огромной питательной ценностью для всего живого. Это же настоящий шведский стол для всех желающих. В первые несколько часов после смерти у трупа уже соберется несколько хищных рыб, которые будут с особой жестокостью разделывать тушу. А знаете, что будет спустя день? Полностью заполненное дно всякой разнообразной живностью. Акулы, миксины, крабы, осьминоги, обычные рыбки. Да там просто не протолкнуться будет. Вы будете в шоке, но всего за несколько недель от туши останется почти что ничего. Конечно, кости будут разлагаться очень долго. Но существуют и такие микроорганизмы, которые обитают в воде, которые даже их слопают, и на это им понадобится всего-то 50 лет. А теперь вернемся к человеку и его похоронам. Своей небольшой лекцией о морской жизни я бы хотел вам показать, что смерть – это лишь процесс жизни. Так что можно сказать, такой способ погребения человека наиболее полезен для нашей с вами планеты. Ведь в таком случае тысячи и даже миллионы организмов смогут продолжить свое существование. А что будет, если похороны будут на Земле? Ну, в таком случае трапеза будет устроена лишь для микроорганизмов и особенно настойчивым червям. А кости вообще никогда не исчезнут. Вот и думайте, что полезнее и гуманнее. Ну, а теперь давайте вернемся к самой традиции. Так как мы с вами уже разобрались в причинах возникновения такого способа погребения, пора бы узнать про его подробности. И начнем мы, пожалуй, с подготовки тела. Для начала, как и во всех случаях смерти в наше время, важно провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины гибели человека. Хотя от подобной практики можно вообще избавиться, если смерть наступила по понятным для всех причинам. После этого тело умершего оборачивают в саван. Если вы не знали, это специальная одежда или ткань, обычно белого цвета. Ей всегда укрывают тела погибших людей перед тем, как положить в гроб. Ну а дальше наступает специфика морских похорон. Если в обычном случае тело просто помещают в гроб, то тут приходится изощряться. Дело в том, что тело человека достаточно легкое, чтобы просто взять и всплыть. Да-да, по-хорошему. Человек вообще не должен тонуть. Вы скажете, что это полный бред, ведь сколько несчастных случаев, когда человек утопал в воде. Тут с вами никто спорить не будет. Однако не стоит думать, что смерть в таких случаях наступает именно из-за воды. Она наступает от асфиксии, из-за отсутствия воздуха. А вот сами трупы погибших вполне себе неплохо плавают на поверхности, если на них нет никаких утяжелителей. Да и на самом деле, чтобы не утонуть, достаточно просто лечь на спину, взять в легкие как можно больше воздуха и не шевелиться. Паника лишь помешает вам в подобной ситуации. Собственно, именно по этой причине во время подготовки тела к морскому захоронению к нему подвязывают какой-то тяжелый предмет, чтобы оно быстрее утонуло. Во-первых, так тело максимально быстро будет разлагаться, а во-вторых, оно не будет беспокоить проходящих мимо моряков.
Но иногда никакие утяжелители и вовсе не используют, ведь в наше время почти все захоронения проводятся с использованием гроба, а в них, как вы можете понять, вполне легко можно встроить какой-нибудь тяжелый предмет или даже положить мешки с песком. Но тут есть одно большое «но». Такие гробы должны легко разлагаться в воде, чтобы они не могли пагубно повлиять на флору и фауну водного мира. Так что в таких случаях используется самая обычная древесина, которую редко подвергают обработке, так как краска и масла позволяют ей долгое время сохранять свои прочные свойства, что не очень-то нужно в случаях захоронения человека в воде. Ну а дальше гроб с телом просто спускают в воду. Важный факт. Делают это обычно головой вперед. А еще если тело быстро ушло под воду, то это хороший знак, ведь он символизирует о том, что человек вернулся к природе и океану. В общем, как-то так проходят обычные похороны на воде. И на этой ноте я бы хотел сделать небольшое отступление. Дело в том, что в наше время буквально все, что только существует, имеет какую-то юридическую или правовую подоплеку. Даже смерть человека и действия над его телом строго прописаны в куче различных бумажках, документах и так далее. И для родных погибших чаще всего испытанием становится не только скорбь об утрате близкого, но и бюрократическая волокита, которую нужно срочно решать. Поэтому я бы хотела отдельно отметить законность таких методов захоронения. В общем, морское погребение является строго регулируемой традицией. Многие международные и национальные законы могут помешать вам в случае, если вы хотите провести такие похороны. Почему? Ну, к примеру, там есть особенные принципы и требования, которые направлены на то, чтобы минимизировать экологическое воздействие на морскую среду. Что за требования такие? Ну, во-первых, нужно получить специальное разрешение на проведение похорон, а оно выдается далеко не всем. Дело в том, что некоторые погибшие люди могут представлять угрозу для экологии моря, например, если оно было сильно загрязнено радиацией. Вы наверняка слышали истории о том, как хоронили пожарных, которые тушили 4-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Закрытые металлические гробы где-то на отшибе. А все из-за того, что они были буквально опасны для всех вокруг. В море все работает так же. А еще важно учитывать место погребения. Так, к примеру, какое-нибудь озеро, водохранилище и другие пресноводные водоемы не подойдут. Что уж говорить о прибрежной зоне. Короче говоря, чтобы провести похороны, вам потребуется отплыть очень далеко от берега. А глубина в месте, где будет проходить церемония, должна достигать 200 метров. Крутые требования, не так ли? Но несмотря на все эти ограничения, в наше время подобные традиционные погребения проводятся довольно часто. Правда, чаще всего это происходит в той же Америке, Канаде или Англии. По какой-то причине лично я особо не слышал о случаях, когда солдат военно-морского комплекса других стран хоронили в воде. Хотя я и не исключаю, что таких же почестей могут быть удостоены военные в той же России, Казахстане или даже в Китае. А в каких случаях выбирают именно такой способ погребения? Ведь в наше время на каждом большом судне есть специальные морозильные отсеки или даже полноценный морг. Тут все максимально легко и просто. Let's go! Если при жизни человек написал полноценное завещание, в котором он указал способ, которым хотел бы быть захоронен, то его последнее желание постараются исполнить. Так что вполне возможно, если вы захотите быть захороненным подобным образом, то у вас все получится. Потребуется лишь немного времени, подготовленные документы и близкие, которые будут готовы выполнить ваше последнее желание. Ну или вы должны родиться в Индии, и в таком случае вы можете претендовать на захоронение в реке Ганга. Правда, если вы узнаете об обычае, то вряд ли когда-то захотите подобных почестей, но об этом, пожалуй, в другой раз. А как вы считаете, традиция погребения усопших в море или океане гуманная или нет? Пишите о своих мыслях в комментариях. Ну а я лично хотел бы отметить мнение экспертов, которые считают, что подобные способы захоронения приносят намного больше пользы для нашего мира, чем традиционные. Bro, what are you talking about, man? Кстати, насчет экспертов. Знаете, где нужны настоящие профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram бота, ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.